Друзья, всем привет! Специально разместил сегодня камеру таким образом, чтобы в объектив попало как можно большее количество ульев, и вы увидели, что на сегодняшний день, 19 августа, у меня семьи находятся в разном состоянии. Есть с магазином, есть без магазина, но кроме того, что где-то стоят магазины, тут тоже есть нюанс. Например, вот эта семья, она продолжает тянуть мед в магазин, активно его поднимает и даже где-то что-то собирает. У нее есть еще нектар. Поэтому они работают корпус-магазин. Не смог я их сократить меньше, чтобы совсем убрать магазин. Вот эти семьи, которые стоят с магазином, у них магазины стоят не просто так. Здесь есть пленка, которая отогнута на 4 сантиметра, освобождая 2 улочки для пчел. Таким образом пчелы отсюда переходят в магазин и осушивают рамки. Вот в этой части они осушивают рамки, а в этой части прям забирают тот мед, который просто не запечатали, и его там, ну, с полрамки где-то есть, где-то совсем немножечко. То есть я такие рамки не выкачиваю, я их отдаю пчелкам в эту часть улья. Они видят, что мед не в гнезде, непорядок, и начинают его тянуть назад в гнездо. Тем самым стимулируется яйцекладка и развитие. То есть семьи можно поделить на те, которые там отводки или, может быть, был рой, отроились и так далее. Короче, один корпус. Где-то магазин, где-то даже есть ульи, в которых уже ограничены заставной, и за заставной стоит одна рамочка также для подкармливания семьи. В каком состоянии мои семьи по количеству расплода? Я как-то показывал одну из семей, показывал, что у меня гнезда залиты и где-то около 4 рамок расплода. Посмотрел я практически все семьи, когда качал мед, сокращал. Оказалось, что есть семьи, в которых где-то 2-3 рамки расплода, и есть такие, у которых и на 6, и на 7 расплода, то есть широкий диапазон. Встает вопрос, у нас, когда же закармливать семьи, когда их сокращать, на что ориентироваться, потому что все привыкли действовать по книжке, и потому, как раньше говорили, 20 число, откачал мед, как раз там на Спас, обязательно нужно начинать закармливать, преследуя такую идею, что необходимо, чтобы та пчела, которая собирала нектар, участвовала в медосборе, чтобы она еще успела тот сироп, которым вы докормите пчел до полного зимовалого объема, чтобы она обязательно его переработать успела и отошла. А уже пчела, которая вышла из расплода, пошла сильной в зиму. Очень красивая сказка, которой пытаются придерживаться все начинающие пчеловоды, но эта сказка не работает во многих случаях на практике. И первая причина, по которой нельзя слушать безоговорочно кого-то, это регион и температурные условия. Я хочу сказать, сделать акцент на том, что на сегодняшний день, 2025 год, очень многое из того, чему учили раньше, не соответствует действительности, не соответствует нынешним дням. Из-за чего? Причина очень простая. Это и смена климата, и смена определенных условий, в которых находятся пчелы. Самое главное, что изменилось, кроме климата, в принципе, там, да, будет в сентябре похолодание и так далее, но зима теплая, но не об этом мы сейчас. Я хочу подчеркнуть то, что на сегодняшний день изменились медоносы. Раньше подсолнух цвел в течение 30 дней, я мог даже давать и 35, и 40 дней, если рядом стояли 2 поля, которые зацветали друг за другом. И у меня были такие ситуации в Донецкой области, когда у меня медосбор, полноценный, хороший медосбор, активный, закончился 15 сентября. И я всегда говорил, что ну как я могу в таком календарном графике закормить семьи, ну как я их могу кормить во время медосбора? Никак. Понятное дело, что это позднее поле, которое имело место быть однажды в моем сезоне, оно не давало мне провести эти работы. На сегодняшний день я за годы уже пчеловодства, могу так сказать, столкнулся с тем, что у меня были ранние подсолнухи, которые случались 1 июля. Начинал, и 25 числа, даже 20 полный аут, ничего, что-то чуть-чуть подтягивали там какую-то пыльцу, и, может быть, я не знаю, где-то траву находили по чуть-чуть, понемножечку, то есть в основном был полный ноль и даже по минус 100 грамм на протяжении всего августа. Если мы закормим рано при этом наших пчелок, они могут этот сироп, этот корм, этот мед, который у них, продолжать гнать на расплод. Здесь поднялась новая такая волна, нужно маток изолировать, как это делается в более южных регионах, то есть закормили, закрыли и на всю зиму.
По изоляции тоже очень много нюансов. Просто так закрыть маток, чтобы они не сеяли, проще простого. Но самое важное — это рассчитать, чтобы по количеству дней у вас там было определенное количество расплода, не менее 6 рамок печатного расплода. Только тогда можно изолировать, для того, чтобы у вас осталось вообще кому зимовать. Потому что, короче говоря, у начинающих пчеловодов в голове с этой всей информацией начинается такая каша. Я даже сам попытался об этом задуматься, поставил себя на место начинающего пчеловода, которому, с одной стороны, дедушка говорит: 20 августа, чего ты сидишь, нужно срочно кормить пчел, иначе потом ты их не успеешь закормить. С другой стороны, говорят: да зачем тебе вообще нужно париться по этому поводу, ты возьми, заизолируй маток, посади их в изолятор, и пусть они зимуют. С третьей стороны, говорят, матки в изоляторах могут погибнуть. С четвертой стороны, есть негативный опыт. То ли изолировали, то ли кормили, короче, зимний расплод, осыпь семей, неправильная обработка, куча клеща и все тому подобное. Что сегодня хочу сказать? Хочу лишь сказать о том, что принимать решения, конечно же, вам, но мои рекомендации, как людям, которые живут в Украине, в этой широте, которая у нас вот проходит, то есть плюс-минус там, да, по разным широтам, меридианам. Что мы можем сказать? Что нам нужно ориентироваться прежде всего на температурный режим. Вот у меня среднесуточная температура, вы видите ее на экране, она составляет больше 20 градусов. То есть у нас на данный момент настолько тепло днем, бывает температура по 28 градусов, вот немножечко только пару дней как жара спала. И получается, что остановить пчел в таком режиме можно, да, только изоляцией матки, потому что природно все способствует расплоду и развитию. То есть первый нюанс — это температурный режим. Если холодно, плюс еще осадки, идут дожди, то есть пчелы не вылетают, нет вылетов, нет лета пчел. Давайте так, условия, которые приводят к лету пчел. Если их нет, то, соответственно, пчелы начинают уже там как-то останавливаться, нет приноса свежего нектара. Но здесь нужно учесть еще один нюанс. Если у нас был только что главный взяток, пчелы же могли залить гнездо, и тогда у нас гнезда залиты, у нас там мед, а не расплод. А кто будет зимовать? Соответственно, вариант какой? Нужно нагнать пчелу обязательно и потом закормить. Поэтому моя вам рекомендация в совокупности, ориентируясь на температурный режим состояния ваших семей, необходимо обязательно посмотреть, сколько в семье расплода, о том, сколько его должно быть. Я говорил в своем предыдущем, одном из предыдущих видео, ссылочку на него оставляю под этим видео. Обязательно посмотрите, кому этот вопрос интересен. И что хочу подчеркнуть, что нужно отталкиваться конкретно от ваших условий. Я нахожусь здесь, от меня сосед находится в соседнем населенном пункте, у него поле цвело или вообще не было. Я встречался, кстати, с одним из моих подписчиков воочию, и вот он писал мне, что у него вообще нет подсолнуха, то есть медосбора не было, в ульях пусто. Соответственно, многие даже из-за непогоды и засухи кормили пчел в этом году, поэтому невозможно вот просто взять, сказать: ага, на календаре 20 августа срочно кормить. У меня в телеграм-группе есть даже тема, которая называется «Календарь пчеловода». Я туда по возможности и, ну так, чтобы не навредить, пишу всегда советы, что нужно сейчас, на данный момент делать, на что обратить внимание. Так вот здесь, если вы спросите у меня, а что сейчас делать? Я не могу ответить однозначно, поэтому и видео получается таким долгим. Я лишь хочу подчеркнуть нюансы, что очень много составляющих, на которые нужно обращать внимание. Нельзя просто взять и закормить. Почему я не кормлю? Теперь расскажу по порядку. Медосбор, залили гнездо. Недостаточное количество расплода для зимовки. Я теперь развиваю семьи, нагоняю, потому что перед главным взятком у меня также был безвзяточный период и массовая замена маток по всей пасеке, что вызвало однозначно остановку развития, остановку засева, потому что пока менял, пока там безрасплодный период был, пока медом снова же залили, то есть я только выпустил маток, где-то только заменил, они только начали червить, и пошел такой медосбор, что ну просто ужас, в хорошем смысле этого слова. Позаливали все, не успевали заносить в магазины,
Почему заливают гнездо? Потому что нужна большая площадь испарения. Для интенсивного количества нектара, большого, поступающего в день, им нужна площадь большая, чтобы испарить влагу. Соответственно, они поэтому заливают гнезда, а потом начинают мед поднимать в магазины. И потом только матка рассеивается. Но если бы у нас еще и сентябрь, и октябрь были с такой же температурой, и мы бы об этом на 100% знали, то можно не переживать. Но я даже начал подкачивать в таких семьях гнезда, чтобы быстренько дать матке возможность, пока еще там они дотрушивают поля, пока идет какая-то трава, пыльца, по половине пыльцесборника, специально 2 контрольных закрывал в день, по половине пыльцесборника еще собирают, очень много пыльцы тянут. Все это способствует бурному интенсивному развитию. Поэтому я на данный момент развиваю семьи к зимовке, наращиваю зимовалую пчелу, не ограничивая ее в нектаре и пыльце. Не собираю ни то, ни другое. Магазины как раз вот они и дают им, подкармливают медок, потому что все то, что они позаливали, оно сейчас утрусится, испарится, ужмется, плюс они начнут еще использовать это все на расплод, и, соответственно, обязательно у них также уйдет какая-то часть меда на расплод, поэтому я их стимулирую. Следующий момент по клещу. Клеща, конечно же, нужно обрабатывать по выходу, по мере выхода расплода. Какими препаратами вам решать, вам пробовать. Самое главное, что обязательно проверяйте, как они работают. Взяли донышко, если у вас нет, нужно обязательно сделать, чтобы у вас были съемные донья, или вы там подкладываете какие-то листочки или еще что-то, чтобы вы обязательно контролировали. Вплоть до того, что позвали кого-то, соседа, после установки каких-то препаратов в улей. Давай поднимем корпус. Сняли корпус, посмотрели на дно, сколько же там реально клеща. Хотя бы через день, 2, 3. Для того, чтобы увидеть, работает ли препарат. Чтобы не было такого, что вы туда чего-то налили, поставили, положили, а потом бахнули уже там в ноябре месяце аметразом и сказали, ну да, вот оно сработало, наверное. Поэтому обязательный хотя бы такой контроль по особи клеща. И отвечая на вопрос, когда конкретно буду закармливать я, значит, я вам рассказал, что уже и посокращал некоторые семьи, даже до заставной. То есть я смотрю по силе семьи, по количеству пчел, по обсиживаемости рамок. Если, допустим, в улье 6 рамок, 7 обсиживают, рой какой-то там не развился или еще что-то, какие-то нюансы, какой смысл им 12 держать? Я немножечко гнездо поджимаю, да. Но конкретное такое закармливание, сахар я уже купил, буду проводить позже ориентировочно по температуре, так чтобы температура немножечко упала. Потому что когда снизится интенсивность лета, когда снизится такая прям конкретная активность пчел, я их закормлю буквально за 5 дней, закормлю полностью. Вот тот объем, когда выйдет расплод, они сами уже перестанут активно засеивать. Этот объем пустоты зальют нектаром, ограничат матку. И потом останется сократить, повытаскивать именно те рамки, которые там просто вот повыходили от последнего расплода, выставить их за заставную, чтобы мед забрали, утрамбовали все. И все. Вы скажете, ты износишь таким образом пчел, которые находятся вот в этой вот новой генерации, которые способны были бы зимовать. И вы будете совершенно правы, потому что пчел изнашивает ферментирование нектара, который они приносят, или же ферментирование сахара, разложение его от сахара на фруктозу и глюкозу. И также пчелы изнашиваются на выкармливание расплода, потому что они также участвуют, то есть их тело, оно как такая маленькая химическая лаборатория, которая постоянно вырабатывает какие-то ферменты. Тоже маточное молочко, смешивание перги, меда и всех остальных компонентов, выкармливание этих личинок. Все это приводит к интенсивному износу тела пчелы и ее, ну, можно сравнить как с батарейкой. Она садится, ее не хватит на всю зиму. Поэтому плюс еще клещ. На некоторых пчелок он повлияет, и они не доживут до зимы. Те, которые как раз там хапнули больше всего, имеется в виду, вот когда я жарю безрасплодный был, где-то клещ пооставался, я вам видео показывал, как он бросается, одну личинку буквально зажирает, там по 5 клещей в одной. Ну, у меня это же была такая показательная семья, в смысле вам показать. На самом деле все не так плохо, поэтому клеща ориентировочно, думаю, будет мало, хотя в некоторых семьях я видел, что его много. Ну, короче говоря, все эти 3 фактора: переработка сиропа или нектара, выкармливание расплода и клещ, они снижают жизнеспособность пчел. Поэтому с клещом по обработке мы этот вопрос уже знаем, изучали, много об этом говорили, множество видео и рекомендаций каждый пчеловод вам дал.
По расплоду тоже понятно, гнать расплод весь сентябрь до октября мы не будем. Мы будем останавливать этот процесс в сентябре, потому что если на данный момент, на 20 августа, у нас от 4 до 6 рамок расплода, мы понимаем, что через 10 дней печатный расплод, он выходит. Поэтому к концу августа весь этот расплод выйдет, и часть этого расплода даже начнет кормить еще какое-то поколение, рамку-две личинок. Поэтому мы в сентябре охлаждаем гнезда, вытягиваем вкладыши, снимаем утепление сверху обязательно, охлаждаем гнездо, чтобы пчелам было холодно, для того, чтобы они понимали, что грядет осень, идет зима, и таким образом у них инстинктивно снижается инстинкт к вот этому бурному размножению. Они меньше вылетают, они меньше приносят, нет никакого поступления и так далее. Мы им быстренько заливаем гнезда, и они это не воспринимают как побуждающую подкормку, они просто забивают жадно за ночь все свободные пустоты в рамке. И вот тут есть один секрет и нюанс. Подкормку я провожу необычным сиропом, для того, чтобы убрать эту третью составляющую по ферментации сахарным сиропом. Я беру и даю им ферментированный, инвертированный сахарный сироп. А как его приготовить? Видео у меня есть на канале. Там в буквальном смысле все разжевано и показано, чтобы даже самый-самый непонятливый человек мог увидеть, и у него не осталось никаких вопросов. Я поэтапно высыпаю сахар, добавляю инвертазу, показываю, что и как, какие температуры, и даже пастеризую. И уже непосредственно вот вы на экране видите, есть даже видео у меня, я показывал разницу между инвертированным сиропом, который простоял, по-моему, год он простоял или зиму простоял, у него нет никакого осадка, то есть этот сироп, он как консервированный получается, он пастеризованный, поэтому хранится он очень долго, и вы можете его свободно использовать и в весенних подкормках, и в целях побудительных, лечебных каких-то подкормок, обработок весной, и даже на следующий сезон, если вы возьмете эту инвертазу, от 200 килограмм сахара до тонны, переработаете, сделаете себе запасы, с ним ничего не произойдет. Главное все сделать вот так вот правильно, как я показываю. Тогда вы, соблюдая все эти этапы химических преобразований, вы облегчаете пчелам жизнь, продляете им жизнь, и они совершенно не изнашиваются. Закармливание пчел сиропом 2 к 1, 2 порции сахара, 1 сиропа, способствует еще и меньшему количеству влаги в этом сиропе. Они его быстренько выпаривают, и, соответственно, уже на середину сентября вы выходите с закормленными семьями, которые перестали червить и которые полностью укомплектованы к зимовке. Исключения бывают, 1-2 семьи, которые не останавливаются в расплоде. Мы это контролируем рукой, просто ощущая, насколько у нас теплое гнездо. И можем также принять дополнительные меры по извлечению. То есть я беру в такие моменты, нахожу теплый денек, когда можно открыть семью, дергаю оттуда эту рамку с расплодом, с яйцами, с личинками, неважно. Я ее просто достаю и ставлю туда полномедную рамку или сдвигаю те, если сокращается она, то сдвигаю рамки. И тем самым забираю последнего клеща из семьи, и просто эта рамка идет в перетопку, ничего страшного не происходит. И тогда молодой пчелы, которая не облетится и накакает в улье, тоже не будет. То есть все это решается элементарно просто. Поэтому давайте еще расскажу тем, кому интересно, а что будет, если вот прямо сейчас закормить. Вы убьете ту пчелу, которая износилась на медосборе. У меня есть одна семейка, которую я из-за матки держал. В ней не было никаких обработок, не было безрасплодного периода, там сидела суперматка. Вот у меня семьи всегда с какими-то матками, которых я не останавливаю вообще. Они очень плохо доходят до зимовки, потому что клещ совершенно никак не обрабатывается в сезоне, и эти семьи просто встухают. Вот здесь у меня семья встухла, я сейчас ее выравниваю, поднимаю, немножечко подсиливаю. Уже и матка поменяна. Поэтому ситуация такая, то есть если вы начнете кормить сейчас быстро сиропом ту пчелу, которая участвовала в медосборе, она сойдет на нет, просто на нет. И если в ней нет расплода, то эта семья просто остается на 2 рамках тех пчел, которые погибают к январю месяцу. И потом все думают, что это клещ или еще что-то. То есть нужно смотреть, когда родилась ваша пчела массово в улье генерации, в ваших уликах на пасеке, чтобы вы понимали, молодая эта пчела или это та пчела, которая уже работала и работала. Поэтому, друзья, я думаю, что умные все поняли, выводы сделали.
и решение за вами. Благодарю за внимание. Всем успешной зимовки.